Привет! Добро пожаловать на мой авиационный канал. Давайте поговорим о спасении в, казалось бы, безвыходных ситуациях. Благо, история авиации знает множество случаев, когда летчикам удавалось совершить невозможное и вернуть на землю практически неуправляемый самолет. Таких случаев было достаточно в работе летчиков-испытателей, в годы военных действий. Такое случалось и в истории гражданской авиации. В некоторых случаях причиной необходимости проявления летного мастерства становились внешние воздействия, а в каких-то человеческий фактор стал виновником. Тем не менее, объединяет эти события то, что экипаж смог справиться и вернуть самолет на землю. Уверен, многие из вас слышали про посадки самолетов со всеми отказавшими двигателями. А320 на Гудзон, Ту-124 на Неву, Боинга 767 на военной базе Гимли, из-за чего данный борт получил прозвище «Планер Гимли». Можно также вспомнить недавний случай с посадкой А321 на кукурузном поле или удачное приземление Ту-154 на заброшенную короткую полосу под Ижмой. Да, в последнем случае двигатели работали, но все шло к тому, что они вот-вот выключатся из-за выработки топлива в расходном баке, поэтому у экипажа были выкручены руки необходимостью скорейшей посадки. Все эти случаи объединяет одно: пилотам требовалось посадить самолет, не имея особенного выбора места посадки, однако во всех эпизодах самолеты были управляемы, то есть реагировали на управление нормальными способами, штурвалами или сайдстиками в зависимости от модели самолета. А что делать, если двигатели работают, но нормальное управление невозможно? Друзья, если вам интересна тема гражданской авиации, а я думаю, что если вы мой канал смотрите, тема вам это интересна, возможно, вам будет также интересно и мое творчество. Первая книга из цикла «Небесные истории» с названием «Когда все только-только начинается» недавно увидела свет. К публикации готовится вторая книга с названием «Взлет разрешен». Все необходимые ссылки вы найдете в описании этого видео. Если вы, как и я, являетесь поклонником творчества Василия Васильевича Ершова, то наверняка читали его мысли насчет возможной вынужденной посадки на лед озера Байкал. Героям книги «Страх полета» пришлось столкнуться с проблемой. Из-за разрушения трубопроводов всех трех гидросистем самолет остался без гидравлики и, как следствие, без нормального управления. Андрей Васильевич, там пассажиры волнуются, некоторым дышать даже нечем. И холод в салоне, что мне делать? Что делать? Что делать, что делать? Делать, Тамарочка, вот что. Принеси к нам кофейку. Кофейку? Резервного способа на случай полной потери гидравлики, как, например, на Боинге 737, на котором пилот имеет возможность управлять с помощью штурвала, мускулов и чьей-то матери, на Ту-154 нет. Тем не менее, экипаж не растерялся и, используя раздельное управление двигателями, об этом я отдельно поговорю чуть позже, и перекладку стабилизатора, которая на Ту-154 работает от электрики, умудрился вывернуть самолет на огромное ледяное поле Байкала и приземлить его. Этот рассказ Василий Васильевич написал не на пустом месте. На него сильно повлияла катастрофа Ту-154 в 1984 году в Красноярске, когда в очень схожей ситуации погибли его коллеги. Более того, через 10 лет случилась еще одна катастрофа, в которой самолет Ту-154 потерял управление как раз таки при вылете из Иркутска, то есть рядом с Байкалом. Ершов в этом рассказе переосмысливает случившееся и излагает сценарий возможных действий экипажа. То есть воспользоваться альтернативными способами управления, нигде в документах не описанными, но по факту имеющимися, и попробовать вернуть самолет на землю. А ведь добавь только режим двум оставшимся двигателям и перейдешь в горизонтальный полет. Самолет очень мощный, даже на двух моторах набирает высоту, тем более зимой. А если одному двигателю добавить, а другому чуть прибрать тягу, самолет ведь начнет разворачивать, значит в такой ситуации при отказе или пожаре среднего двигателя и связанном с ним отказе управления вполне возможно использовать для разворота, а также для управления кренами разнотяг двигателей, хотя он может оказаться и не очень эффективным. А если использовать отклонение стабилизатора, то, вероятно, можно будет как-то управлять подъемом и опусканием носа самолета.
К слову, рассуждения Ершова имеют под собой теоретическое и логическое обоснование и подтверждены практикой. Правда, не на Ту-154, а на других самолетах. На борту самолета DC-10 авиакомпании United Airlines находились 11 членов экипажа и 285 пассажиров. На высоте 11 300 метров произошло разрушение ротора двигателя номер 2, а его осколки разлетелись на большой скорости, повредив трубки высокого давления всех трех гидросистем. В результате экипаж потерял возможность управлять всеми рулевыми поверхностями самолета. Находившийся на борту пилот-инструктор авиакомпании Деннис Фич, увидев, что происходит что-то ненормальное, предложил свою помощь, от которой экипаж, конечно же, не отказался. В итоге, управляя рабочими двигателями, пилоты смогли довести самолет до взлетно-посадочной полосы, несмотря на то, что левый и правый двигатели по-разному реагировали на одно и то же перемещение рычагов управления. Ситуация усложнялась тем, что заклинивший в отклоненном положении руль направления создавал значительный разворачивающий момент вправо, и у пилотов не было иной возможности заходить на посадку, кроме как правыми доворотами. Тем не менее, до полосы они долетели, однако у самой земли самолет попал под воздействие порыва ветра, накренился и зацепил полосу крылом. Планер отбросило вправо, загорелся правый двигатель, а так как управлять самолетом было нечем, он сошел с полосы, разрушился, перевернулся и сгорел. 111 человек погибли, но 185 выжили. Не менее героическая история, но с более успешной концовкой, случилась 22 ноября 2003 года. Грузовой самолет А-300 авиакомпании DHL вылетел из аэропорта Багдада. В наборе на высоте около 2,5 километров в левом крыле самолета взорвалась ракета, которую выпустили из ПЗРК террористов. Взрывом было повреждено левое крыло, началась утечка авиатоплива из-за левых крыльевых баков, а также была повреждена механизация крыла, что привело к возрастанию сопротивления и падению подъемной силы. Кроме того, случилась полная потеря гидравлики и, как следствие, управления. Стабилизатор, то с помощью чего герой рассказа Ершова управлял Ту-154 в посадке на Байкал, тоже заклинило, так как на А-300 он управляется гидравликой. Экипаж мог управлять самолетом только тягой двигателей. Каким образом? Двигатели расположены на крыльях ниже центра тяжести самолета. При увеличении тяги самолет испытывает каврирующий момент на плече до центра тяжести, а при уменьшении тяги – пикирующий, то есть опускает нос. Поиграв с тягой, можно найти золотую середину, то есть такие значения тяги и скорости полета самолета, при которых он летит без набора высоты и без снижения. Соответственно, можно нащупать и такое положение рычагов управления двигателями, при котором самолет будет снижаться с желаемой вертикальной скоростью. Так как двигатели также разнесены от центра тяжести еще и по сторонам, то раздельное управление тягой позволяет управлять самолетом по крену, то есть менять курс полета. Играя с тягой, можно заставить самолет разворачиваться с набором высоты или со снижением. Ситуация была, мягко говоря, непростой, но экипаж проявил недюжинное самообладание и выдержку и сумел восстановить контроль над самолетом. После выпуска шасси, произведенного резервным ручным способом, случилась значительная перебалансировка аэродинамических моментов, но, тем не менее, экипаж снова справился. Более того, с их слов, управлять самолетом после выпуска шасси стало даже немного полегче. Левое крыло все это время продолжало гореть, из него выливалось топливо, и если бы топливо в левых баках полностью ушло, то выключился бы левый двигатель, что означало неминуемую катастрофу, так как управлять самолетом одним двигателем в таком случае невозможно. Бортинженер, понимая это, начал перекачку топлива из правого крыла в левое. Находясь под влиянием значительного стресса, испытывая дефицит времени, ведь поврежденное и продолжающее гореть левое крыло могло разрушиться в любой момент, экипаж смог оставаться достаточно хладнокровным, чтобы выполнить повторный заход на посадку, когда оказалось, что во время первой попытки они подошли к аэродрому слишком высоко.
В итоге они смогли вернуть самолет на землю, несмотря на то, что на высоте около 100 метров усилилась болтанка и боковой ветер, и экипажу пришлось менять решение относительно полосы посадки. Вместо 33-й правой они перенацелили плохо управляемый самолет на 33 левую. Касание самолета с полосой произошло со смещением от осевой линии на очень повышенной скорости. Тормозить было нечем, самолет сошел с полосы и помчался по грунту. Окончательно самолет остановился примерно через километр, при этом никто не пострадал. Но приключения на этом не закончились. Когда экипаж покинул воздушное судно, подъехавшие спасатели прокричали, чтобы они оставались на месте и не двигались, так как они находились на минном поле. После этого события авиаконструкторы начали разработку автоматической системы, которая брала бы на себя частичное управление самолетом при помощи разнотяго-двигателей. Говорят, что даже успешно испытали ее, однако я не слышал, чтобы эта система была сертифицирована и применялась на каком-либо самолете. Пилотов не учат специально такому управлению, хотя, на мой взгляд, это было бы полезным. Тем не менее, когда есть свободное время на тренажере, не возбраняется поэкспериментировать. Сам я это делал не раз, и сейчас хочу показать пример подобного эксперимента. Хотя из-за качества видео, за которое я заранее извиняюсь, пример, возможно, не очень наглядный, но какой есть. Итак, я поставил задачу сымитировать полную потерю нормального управления вскоре после взлета, в том числе закрылками и стабилизатором, электромотор которого я принудительно выключил. Я поигрался с тягой и вскоре нашел ту золотую середину, при которой самолет летел без снижения. Правда, скорость при этом в получившейся конфигурации была лишь не намного выше опасной скорости сваливания, но тем не менее она была выше. Я выполнил визуальный полет по кругу, стараясь далеко от аэродрома не улетать, потому что свободного времени было не так уж и много, но если такая ситуация случится на реальном самолете, правильнее будет выйти на предпосадочную прямую на несколько большем удалении и, осторожно снижаясь, попадать самолетом на полосу. Мне же пришлось снижаться менее осторожно и бороться с боковым ветром, который я сам себе и установил. Тем не менее, на полосу я попал. Посадка получилась ожидаемо для таких условий кривой на правую боковую полосу безопасности. Тем не менее, с такими параметрами приземления самолет в реальности вполне мог даже остаться целым. Мы выжили. Говорят, что даже если вас съели, у вас все равно есть два выхода. Никогда не сдавайтесь. Я с вами прощаюсь, ну а вы можете посмотреть видео, о котором я только что говорил. Летайте безопасно. Bank angle. We are flying the differential thrust only now. Airspeed low. Airspeed low. So to be more difficult now, so I'm not using the throttle pedals. Just using a differential thrust. So let's see. Airspeed low. Airspeed low. Airspeed low. Airspeed low.
Airspeed low. Airspeed low. So I need to have some distance on final. So let's try. Airspeed low. Airspeed low. If the aircraft would be trained for a different speed, it would be much easier to fly. You see it? Airspeed low. Always tends to Airspeed low. shoulder the nose. So we are almost flying very, very close to the critical speed. Now what is bad, we gain some height, so it will be more difficult to land the aircraft. But we assume that we cannot use the stabilizer, that's right. And we assume we cannot use the flaps. To make this exercise more interesting. Stabilized. Looks like we are going a bit higher on our approach today. In real life, of course, it would be much better to greatly increase the distance from the runway. Yes. Close. For me, now I will experience difficulties to get the runway. And again with the speed. And you see we still have the crosswind. This is another factor. Check. Plus 100. Too low. Flaps. Check. Minimums. Continue. Too low. Flaps. 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 Too low. Flaps.
Too low, flaps. Too low, flaps. 30, 20, 10, 5. Oh no. We got airborne. Perfect. This was not a bad legend.